Ну что, друзья мои, дождались? Всем привет! Это канал Just Use, меня зовут Александр, и давайте разбираться. iPhone 13 Pro, как и Pro Max, в этом году отличаются по сути размером и временем работы. И в отличие от базового iPhone 13 и 13 mini, которые получили два больших обновления, это камера и автономность, в Pro-версиях их три, это еще и дисплей. Именно эти особенности мы разберем, поговорив об этом детально. Все, кому не нравится, вышли? Ну, а теперь можно и розыгрыш. Друзья, мы разыгрываем AirPods Pro, либо VH1000 MX4 полноразмерные наушники Sony, либо DJI Osmo Mobile 5. На выбор. Также, если выйдут к моменту розыгрыша новые AirPods 3, то и они будут участвовать в розыгрыше. Условия просты. С вас подписка плюс лайк, ну и, естественно, оставить комментарий, любой, что бы вы выбрали, например. И досмотрите это видео до конца. Ну а мы разбираемся дальше. Но сначала комплектация. Комплектация осталась прежней, и в этот раз у нас забрали упаковочную пленку, и это более разумное решение, чем лишать комплект адаптера. Минус 600 тонн пластика, все в плюсе, кроме распаковщиков. Поэтому не пугайтесь, все нормально, теперь пломба с двух сторон в виде наклейки стикера. Внутри блок питания мы уже никогда не увидим, и кабель USB-C на Lightning. По-моему, это единственное устройство Apple, оставшееся на Lightning. Дизайн сильно не изменился по отношению к модели 12 Pro. Добавили новый цвет, сменив темно-синий на светло, даже такой голубой. Очень красивый, одним словом, элегантный. И я бы взял себе такой, если бы 4 года назад не влюбился в белый. Остальные три цвета остались без изменений. Это черный, золотой и белый. Немного увеличили блок камер, думал я, пока не увидел их вживую, и много. Камеры прям огромные, и мне это очень нравится. Поверьте, все поймут, что у вас тринашка, а не двенашка, уже по блоку камер. Ну, если для вас это важно. И да, теперь есть понимание, как будет выглядеть iPhone 15. Челка. Ее сократили, сделав на 20% меньше в длину, но увеличив на 1 мм высоту. И это тоже видно как отличительная особенность нового iPhone 13 Pro. Сохранив тем самым отличительную особенность айфонов как таковых. Но не ясен мотив, освободившуюся площадь никак не задействовали, но подумав, я понял, что да ничего и не надо. Остаток батареи в цифрах можно разместить и без дополнительной области. На мой взгляд, если бы Apple оставила размер челки прежней, добавив для селфи-камеры, например, функцию в центре внимания, я бы с большим энтузиазмом отнесся к этому, так как она осталась по сути прежней. А так, дизайн, все те же матовые стекла, все те же глянцевые грани. Во времена iPhone 5 таким литеру S давали. И первое серьезное изменение, которое важно для многих, это экран. Он остался по сути неизменным в размерах по отношению к 12 Pro и стал чуточку больше, чем в 11 Pro, 6,1 дюйм. Та же контрастность 2 миллиона к 1, то же разрешение, та же плотность пикселей на дюйм, как и в iPhone 12 Pro и в 11 Pro. Но у дисплея появилось две важные особенности. Первое – это увеличенная стандартная яркость, которая стала 1000 нит, а не 800, как ранее. И в обычных условиях на глаз это незаметно, только если поставить два телефона рядом, но большая яркость даст вам удобство использования при избытке света в солнечную погоду. Ну и, конечно, технология ProMotion – это LTPO OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Адаптивная значит, что если вы читаете текст, то частота минимальная до 10 Гц, если смотрите фильм средняя 30 или 60, а если играете максимальная, это должно повлиять на автономность и, естественно, в положительную сторону, так как LTPO технология дает больше энергоэффективности. И нет, вы не сможете включить или отключить эту функцию, как в Android устройствах, но оно и не надо. Теперь потреблять контент стало комфортнее для глаз, движения стали более плавные. В момент
момент, когда вы пролистываете текст, читать его стало еще удобнее. Да, это видно сразу. В сравнении это видно особенно. И возвращаться уже не хочется, а вот обновиться теперь хочется еще больше. Сам экран имеет более холодный тон, тем самым белый становится, белым, более белым. В отличие от 12 Pro, где тон имеет такой зеленоватый оттенок, но я нашел пару минусов. Если присмотреться, то по краям экрана в iPhone 13 Pro вы увидите фиолетовую подсветку, и это походу косяк. И вот еще вспомнил, это для тех, у кого есть девушка, или жена. Мужики, а вы не замечали, что чем ближе старт продаж новых iPhone, тем чаще начинаются поломки старых iPhone у наших прекрасных дам? Мы же все с вами прекрасно понимаем, что Apple специально. Второе серьезное изменение и уже важное для всех без исключения – это автономность. Но об автономности нужно говорить вкупе с производительностью, так как у процессоров есть важный показатель – это его энергоэффективность. В iPhone 13 Pro A15 Bionic, который на первый взгляд ничего нового нам не дал. Ядра производительности не сильно обновились, и даже Apple пишет о том, что они просто новые. И в принципе это логично. Я и не ждал, что в iPhone 13 Pro будет что-то кардинальное по части процессора, так как в этом просто нет необходимости. Вот таблица емкости батареи в последних iPhone Pro, плюс официальные данные об автономности и просмотре видео. Могу заявить уверенно, батареи хватает много больше, и это очень заметно. Но так как мой опыт с ним был менее недели, это не окончательный вердикт, плюс, все-таки он из коробки. Поэтому не забывайте подписываться, так как продолжение следует. Как мы видим, емкость батареи по сравнению с 11 Pro не сильно прибавилась, а вот заявленные часы просмотра видео прилично. Это здорово, это тот самый час экранного времени, которого частенько нам не хватает. А Pro Max версия в этом году вообще защитила чемпионский титул в категории «Самый долгоживучий смартфон». Вам хватит заряда на нем больше, чем на день. Если у вас 12 Pro и вы уже побежали за 13 Pro, даже не досмотрев этот ролик до конца, то имейте в виду, что чехлы нужно покупать новые, так как старые не подойдут. Во-первых, из-за блока камер, а во-вторых, потому что чуть изменилось расположение кнопки включения и качельки громкости. Их опустили ниже. Кто-то скажет: да, Apple просто хочет заработать больше денег. Но нет. Да, но нет. Дело в том, что кнопка включения находится прямо под блоком камер. 13 Pro ее выше просто не поставить инженерно. Но тем самым мне стало удобнее пользоваться. Серьезно. Особенно фотографировать одной рукой, нажимая на клавишу громкости, палец прям ложится на нее. Класс. Мне кажется, что это произошло неосознанно. Третьей важной отличительной особенностью стали новые камеры. Теперь вам не нужно покупать версию с большим экраном, лопаточку, чтобы получить лучшее качество снимков. Камеры в версиях Pro и Pro Max идентичны. Их тут три. Основная, она же широкоугольная, сверхширокоугольная и телефото. Камеры в 13 Pro получили значительное обновление. Сейчас мы детально о них поговорим. Основная камера 12 мегапикселей, это та, которой мы пользуемся чаще всего, получила больший сенсор с увеличенным размером пикселя, и в сочетании с улучшенной диафрагмой 1.5 камера может поглощать огромное количество света. Это очень сильно влияет на качество. При хорошем освещении вам будет не так просто определить снимки, сделанные на 13 Pro или 12 Pro. Но когда света становится меньше, различие уже очевидно. Во-первых, режим ночной съемки в 13 Pro активируется в более темных условиях, чем в 12 Pro. Кроме этого, обработка фото улучшилась, за счет чего ночью на фотографиях видно меньше шума. Также мы получаем на всех айфонах 13 серии оптическую стабилизацию изображения при помощи сдвига матрицы, которая раньше была только на 12 Pro Max. И появились фотографические стили, которых раньше вообще нигде не было. И вот тут немного поподробнее. Apple заявляет, что эти стили ничего общего не имеют с фильтрами.
хотя они очень похожи на то, что это просто обычные фильтры. И чтобы понять, нужно разобраться. При съемке фото в HDR алгоритмы делают несколько фотографий, которые потом складываются в результат. Каждый снимок несет в себе информацию о балансе белого, о насыщенности, о контрасте, тенях и тому подобное. После алгоритм понимает, что вы фотографируете, какую сцену, что на этой сцене. Это человек, здание, пустыня, небо, трава, дерево и тому подобное. Или если все это в одном кадре. В результате на каждый определенный объект применяется свой стиль или так называемый профиль. Именно это действительно отличает его от фильтров. Ведь применяя фильтр, вы накладываете его настройки на всю фотографию. Ну, к примеру, вы хотите наложить фильтр на какой-то пейзаж. На нем находится еще и человек, что делает его более выразительным, сам пейзаж. Но тогда на человека накладывается этот же фильтр, и это уже может быть очень некрасиво. Поехали дальше. Оптический зум увеличился с x2 до x3, то есть теперь вы можете приближать кадр еще ближе, не теряя качества. За счет этого увеличился и цифровой зум с 10 до 15. Если в фото с айфоном еще кто-то может посоревноваться, ну, назовем его имя чуть позже, то в видео конкурентов нет, даже близко. Стандартное видео, увы, не прыгнуло выше 4К 60 кадров в секунду, хотя хотелось бы, ну, хотя бы чтобы slow motion можно было в 4К снимать. Люблю я slow motion. Поснимали, да? Ого, да. Кайф. Видео на основную камеру действительно потрясающее. Даже ночью, если вы снимаете, видео выходит, ну, довольно-таки годно. Далее, что нас еще интересует, это режим киноэффект. Для большинства станет просто съемкой видео в портретном режиме. И максимальное разрешение в этом режиме Full HD 30 кадров в секунду, что, ну, конечно, огорчает. Этот режим доступен на всех айфонах 13 серии. В общем, этот режим для тех, кто увлекается видео. Может что-то придумать, какие-то скетчи, вайны, тикток-темы разнообразить. Кстати, вы можете даже редактировать уже отснятый ролик в режиме киноэффекта, изменять точку фокусировки. Это круто, это интересно. Но опять же, для тех, кто любит видео. Каждой такой новой фишкой, в каждой новой модели они просто увеличивают расстояние от конкурентов. Что я хотел сказать этим? Ну, во-первых, то, что подписывайтесь на наш YouTube канал, вы приближаете нас к целям. А во-вторых, что подписывайтесь на наш Instagram канал, чтобы в вашей ленте были красивые фотографии, снятые на iPhone 13 Pro. А теперь замрите. Ультраширокая камера. Ультраширокая камера снимает хуже, чем основная, особенно когда света недостаточно, но имеет особенность, которая присуща именно моделям Pro, и это новый режим съемки в iPhone – макро. В iPhone долго не было режима макро, и Apple сделала интересный ход. Вместо того, чтобы добавить еще одну макрокамеру, она отдала эту функцию ультраширокой камере. Технология называется автофокусировка с определением фазы. И когда вы подносите линзу айфона близко к объекту, снимая на основной объектив, основная камера переключается на ультраширокую с маленьким лагом, но тогда вы сразу все понимаете, и вуаля! Плюс можно снимать slow motion, таймлапсы и все это в макро. В общем, не снимал никто раньше на макрокамеру, а сейчас я прям вижу в Instagram жизнь насекомых, муравей в замедленной съемке, ну и тому подобное. Потому что макрорежим в iPhone заметно лучше, чем отдельные линзы, которые стоят в многочисленных Android-смартфонах. Это просто интересно. Вот нечего делать, сижу, снимаю в макро. Окей, ProRes. Вот мы и добрались до ProRes. То, что мы видим впервые. Формат, который из вашего видео делает настоящее кино. Но при наличии маленького «но». Где-то за спиной у вас должен стоять режиссер и обсуждать вместе со сценаристом правильность диалогов профессиональных актеров, которые вы снимаете на свой iPhone 13 Pro. Осветительная бригада едет за актерами на треках, после вы скидываете это команде монтажеров, которые подключают специалистов по визуальным эффектам, и вуаля! Ваше кино готово. Все, что нужно, Apple вам дала. Точно, не дала, ведь новая функция еще недоступна, но скоро будет. Все это, конечно, прикольно, и
тот фильм, что показала нам Apple на презентации, ну, честно скажу, при всем желании и возможностях Apple, ну, не был он похож на фильм. В общем, камеры в iPhone 13 Pro, как всегда, радуют глаз. И, пожалуй, единственный, кто может соперничать с ними в фото, ну, это новый Pixel 6, но не знаю, посмотрим. В общем, новый iPhone 13 Pro – это телефон для тех, кто любит смартфоны, уделяет большое внимание деталям. Для тех, кто хочет, чтобы у него были лучшие возможности для мобильной съемки, для тех, кто любит снимать. Обновлю ли я свой 12 Pro на 13 Pro? Конечно, ребят, ведь мне нужно будет приготовить для вас еще множество роликов, и я, кстати, жду вашей подписки. Кому стоит обновиться на 13 Pro? Да я думаю, всем, у кого iPhone позже 11. Вот с 11 Pro можно еще потерпеть, 12 Pro не обязательно, а вот все, что раньше, поверьте, вы кайфанете. На этом все, друзья. Пока.